Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Да, уже с первых слов начинаю тут заикаться. Что-то тут может быть и не так. Не знаю, сейчас будем смотреть. И расклад такой, какая сила в вас, а вы, допустим, не знаете об этом. И обязательно будем смотреть, какие силы оберегают вас. В одном, в прошлом раскладе я видела, что императрица пришла, и я увидела ангела, который хочет с вами поговорить. Человека, которого уже нет. И эта женщина хочет с вами поговорить. Это женский ангел, да, вот так скажу. Возможно, на этом раскладе тоже выйдет и передам, что хочет сказать. Вот такой расклад. Вот такой вот расклад. Какая сила в вас есть, посмотрим, и какие силы оберегают вас. Кто хочет поговорить, пусть выходит, пусть приходит. Пусть приходит. Думайте о себе, проговорите свое имя. Кто очень сильно хочет весну? Вот такую вот теплую уже. Не просто по календарику, да, по календарю, а вот именно, чтобы весна в жизнь пришла. Ну, вот это ваш расклад. Это однозначно ваш расклад. Такое впечатление, что время пришло, чтобы какую-то тяжесть с души убрать. Какие-то веревки распутать. Как будто бы 4 стихии, 4 времени года становятся на свое место. Время пришло что-то понять. Что-то понять. Ладно. Карты, расскажите, как вы видите девушку, женщину, может, мужчину вы смотрите, переставляете на себя, да? На сегодняшний день. Ух ты! Здесь маг, а это дьявол. А это карта дьявола. И что у вас на душе? Сон приснился плохой. Как будто вас то ли кто-то догоняет, то ли что-то такое, я даже не могу передать этот сон. Как будто бы вы во сне в напряжении. Вот какой-то сон такой, что вы в напряжении. Догоняет ли, или пытается что-то вам подсунуть. Кстати, если вы во сне золото нашли, будьте осторожны в течение 10 дней точно по поводу своих финансов и обещаний, которые вы можете дать. Вот. Здесь я это вижу именно. А вообще золото, конечно, по-разному трактуется. Но сегодня так. Не попадите в сети свои же. Будьте аккуратны. Да и вообще, в принципе, да, эта карта говорит, будь аккуратна в течение 10 дней. Не наделай дел. Угу. Подсказочка маленькая, но весомая. Так, карты опять склеиваетесь. Так. 4 жезлов в доме. В доме будет встреча, свидание. Вообще вы человек. Ну-ка еще одну. Король кубков. Ух, мужчина рядышком. Значит, еще одну. Девятка пентаклей. Стабилизация, стабильность. Даже если ты устал, да. Смотрите, карты говорят, вообще у вас есть сила какая-то, вот плодородная сила.
Ну вот по вот этой карте можно сказать, да и в принципе и по магу, если это как сигнификация, да, тем более с 4 жезлов, карта дома, карта защищенности, 9, стабилизация, король, ну мужчина, может быть вы мужчина, кто смотрит расклад, да, либо вы какую-то работу мужскую выполняете, что-то умеете, может даже и нравится, а может быть просто надо так. Но вы мудрая, вы талантливая, у вас есть сила матери, да, как паучиха и паутина такая вот выходит здесь. В хорошем смысле этого слова однозначно. У вас есть сила матери, сила плодородия такого, да, сила чистого воздуха, даже так хочется сказать. Кстати, вы умеете из воздуха делать деньги. Вы умеете, вот не всегда почему-то берете это на себя. Вы умеете, вы не обманываете, вы не воруете. Вот, пожалуйста. 6 пентаклей. Вы умеете. Даже когда у вас мало денег, вы можете найти способ заработать, либо, либо к вам идут денежки. Да, не всегда, но в каком-то подарке для вас идет. Вас сама судьба не останавливает, она вас не заводит в какой-то глухой куток, в глухой омут, как говорится, да, для того, чтобы вообще без денег остаться и с протянутой рукой ходить. Это не ваше по жизни, и такого не будет. Даже если и были тяжелые моменты в жизни по поводу финансов, все равно вам будет пополнение. Тут целый дьявол стоит, еще и пальцем вверх говорит, да. Да, кто-то хочет украсть у вас деньги, может быть, даже воровал, может быть, даже вот по дьяволу и магию делали. Но как забрали, так и отдадут. Вот только вам ли или вообще отдадут куда-то в прорубь, это уже вам не важно. Главное, что вам отдаваться будет через высшие силы, может быть, и другими путями. Но денежки — это ваш ход событий, это ваша жизнь, так что много-мало, но они будут всегда. В какие-то моменты много, так скажу. Но так, чтобы завалило, вы не золотая антилопа, как говорится, извините, да, только не обижайтесь. В черепушке это все не превратится. Вот то, что надо, в вашу жизнь придет. Горы, которые превратятся в черепушки, это, опять же скажу, не ваше. Это не ваше, потому что вы умеете отдавать, потому что вы умеете заботиться, вы человек большой души, большого сердца. Иногда, да, приходится себя закрывать и сжимать, потому что усталость идет и дает о себе знать. Но вы человек большого сердца. Вот ответ сразу такой. Давайте собираю, смотрим дальше, да? Что тут еще как бы карты будут говорить. Ну, можно даже сказать, сигнификация продолжается, потому что посмотрим, какая сила в вас, да, находится, есть или около вас бродит, которую за хвостик поймать надо. Угу. Будем все смотреть сейчас. Ну и да, какие силы оберегают вас. Под конец посмотрю. Может, и сразу выпадут карты, скажут сами по себе. Вообще напоследок оставлю. Так, смотрим. Туз жезлов. О, это сильная карта. Это сильная карта. А 7 мечей — карта обмана, подлости, предательства. Сейчас скажу. Рыцарь жезлов. Как бы сложно не было, но зажигалочка, идете в свою сторону как надо. Смотрите, у вас вот по жезловому тузу вы активный человек, реально активный. Ну, иногда, да, любите побыть одна. Любите. Но за ваши активные действия, когда вы полагаетесь только на себя, вот здесь именно только на себя, как будто бы,
приходится полагаться только на себя, да, не переживайте, не страдайте, не там перекручивайте эту ситуацию. Вот именно в эти моменты вам будут давать высшие силы даже то, что вы не предполагаете и не понимаете даже, не знаю, как это еще сказать. За ваши активные действия, когда вы действительно полагаетесь только на себя вам дают. Вот хочется сказать, держите, вы этого достойны. Вот действительно хочется сказать, держи, ты этого достойна. Потому что и в каких-то сложных ситуациях, где обман, где предательство, где в спину тебя вот дышат, да, вот такими острыми предметами, где ты, как бы сложно не было, ты все равно выбираешься, встаешь и идешь своим путем, потому что ты знаешь, что тебе надо это делать. И ты действительно как палочка-зажигалочка, вот такой вот человек по жизни. Да, и тебе будут давать высшие силы то, что вы должны получать, то, чего вы достойны. Так и хочется сказать, держите, держи. Высшие силы всегда с тобой. А тех людей, которые лезут в твою жизнь, отработка ждет. Отработка. Вот им придется отрабатывать. Исполнение мечты. Угу. Король кубковый опять выходит. Мужчина ходит около вас, какой-то мужчина интересный. Да. И женщина, королева пентаклей. Кубковый, с любовью, с большим сердцем. Королева пентаклей, знающая себе цену. Ну, для мужчины вот такая женщина. А вообще мужчина и женщина. Здесь идет... Вот это вот хорошие энергии идут, действительно хорошие, теплые. Это может быть ваша родственница или родственник, да? Это может быть ваши любимые люди. Но смотрите, сила за вами стоит. Какая сила, да? Обереги делают эти люди и будут делать. Они собой, своей энергией будут защищать вас, потому что всегда просто обычное слово. Хоть бы у нее все было хорошо, дай Бог, чтобы все у нее было хорошо, береги тебя, там Вселенная, Бог, Аллах, да, смотря как кто говорит. Но от них реально идет сильная сила. Вот женщина и мужчина, вместе они вообще разные совсем, даже друг друга, может, не знают. Но эти люди вот есть в вашей жизни, где-то там на расстоянии, они могут и не рассказать никогда, что они делают. Может быть, шепотом говорят про себя, да? Может быть, и просто так тебе желают. А ты даже не обращаешь внимания, да? Ну, сказал. А нет, от них идет очень сильная энергия. Энергия защиты. Вот эта сила в вас идет от них. Ну, не вся. Ваша сила, она от высших сил, от рода вашего. Кстати, если это ваш род, там бабушка, дедушка, да, либо еще кто-то там, ого-го, куда дальше или ближе. Но эти энергии, они, да, как родовые могут быть, могут считаться. Ну и друзья просто, может быть. Или там хорошие знакомые просто, да. Вот от них идет сила защиты. Они дают вам частичку. Сила в вас, она вообще высшая сила, дает вам вот эту, не знаю, защищенность, когда действует оберег хороший, когда вы действительно, вам делают какую-то подножку в жизни, а вы не падаете, либо упали, отряхнулись и дальше пошли. Опять же, образно говорю, да? Вот есть какие-то люди, хорошие люди. Будете ли вы дальше общаться ближе, там, допустим, честно, не важно. Главное, что есть такие люди в вашей судьбе, даже если на расстоянии. От них идет хороший поток. И это уже плюс, большой плюс в вашу жизнь. Но это чтобы вы знали, наверное, даже ангелы хотят об этом рассказать. Чтобы вы не говорили, что я одна, никому не нужна, кто обо мне вообще помнит? Нет. Даже если вы не общаетесь какое-то время, может быть,
Есть такие люди, просто фотографию вашу посмотрят и скажут: ой, чтобы у нее все было хорошо. И все, от них чистота идет. Это поддержка вашей силы. Чтобы вы знали. Дальше. Вы мудрая, талантливая, надо открывать ваш талант побольше даже. Ну, может, вы и хорошо его уже открыли, поэтому ждите, что будет улучшение. Улучшение в этом, да. Иерофант. Это иерофант. А знаете, что эта карта говорит? Кто-то опять как и либо темные волосы, либо темные глаза, может быть. Но это уже не хороший человек. Это не хороший человек. Темные глаза, либо темные волосы и какая-то вуаль. Реально вуаль на голове, на лице. Какие-то такие прищуренные злые глаза иногда так вот как светятся в темноте все равно. Но опять же говорю, образно говорю, это же не может быть по-настоящему, хотя кто знает, вдруг они светятся. Здесь получается так, что иерофант сейчас настолько хорошо защищает, старается вас, как проводник от высших сил, что черти, которые вот лазят где-то, да, они будут хватать не вас, а вот этих ваших врагов. Вот этих ваших врагов. Они будут их забирать. Те захотят вам сделать что-то, им пойдет хорошая обратка, и черти их заберут. Что-то у них тоже нехорошо будет. Ох, нехорошо. К вам сейчас вообще лезть нельзя. Вы как раз-таки на таком пределе, когда не надо к вам лезть. Да, иерофант как проводник, вот карта, говорит: нет, нет, тебя не поймают чертовы руки. Я не знаю, как еще сказать. Чертовы говорю, да? Плохое что-то не поймает тебя. Я всегда тебя буду защищать. Когда-то слабее получается, когда-то сильней, но обраточка пойдет на твоих недругов. Какая карта? Интересно, а кто недруг? Кто хочет вам плохое и получит по башке? Ой, бумеранг. Да что же карты приклеиваетесь? Кто-то пытается вам сделать на финансы. Уйдет в его сторону. У вас чистая рука с нормальным принятием остается. Вот. Пятерка мечей. Дышите глубже. Вы знаете этого человека очень-очень хорошо. Этот человек, который сейчас реально хочет вам что-то нехорошее, это близкий человек. Это близкий человек. Это, не знаю, не дальше двоюродных. Даже не троюродный. Это двоюродный брат, сестра, тетя, дядя. Но какой-то человек, да, хочет вам плохого. А почему ты? Ты же родной, как бы, да, по крови. Почему ты хочешь плохое? Потому что себя не нашел, потому что свою судьбу утратил, потому что на мечах вечно, потому что злит все подряд, да? Потому что своего мнения, а у вас другое, а у вас все получается, а у него нет, в конце концов, в конечном итоге. Карта вообще короля мечей, но не обязательно это мужчина. Хотя и мужчина, да, может тоже вот влиять на то, что вы будете испытывать какие-то тревоги, переживания, сомнения из-за его посланных энергий и обманов в вашу сторону, либо для вас. Может быть, какое-то его действие вы воспримете как подсказка, поддержка, а на самом деле он просто, чтобы отчитаться, но в душе у него очень нехорошее что-то по поводу вас, насчет вас. Что-то нехорошее. Да, может быть мужчина, но, говорю, не обязательно. Может быть просто энергия потерянности у женщины.
Она просто, да, может такой быть, что она никому не нужна, она может одинокой быть, либо мужчина рядом, но сам по себе этот человек, сам по себе живет. Может, даже измены есть в ее жизни. Что от нее, что от него. Поэтому здесь больше как такая вот острая, очень холодная энергия, но это ваш родственник, который вам улыбается. Узнаете, кто это, снимите с себя какую-то утечку. Вот если вы сейчас в раскладе поняли, кто это, хотя бы примерно, вы снимаете с себя утечку вашей силы. К вам будет приходить восстановление в какие-то, давайте так скажу, вот как пазлы, когда мы собираем картину, и где-то дырочки, да, вот эти дырочки будут как заполняться, где утечка шла. Здоровье, деньги, любовь, красота, что-то еще, да, будет заполняться, потому что этот человек реально как бы там специально, может, и не хотел что-то у вас, да, но он злился, он ненавидел или ненавидит даже где-то внутренне. Есть либо это зависть, просто зависть, которая тоже пожирать может. Но иллюзия и обман от него идет. Вы силу свою восстанавливаете даже через этот расклад. Дай Бог, пусть будет так. Дай Бог, пусть будет так. Что еще карты расскажете? О, какой. Ну, это двойка жезлов. Это больше как прошлое. Угу, сейчас посмотрим. Ну, во-первых, этих людей ждет какая-то болезненная расплата. Плохих людей по вот этой карте, потому что нечего было лезть в вашу жизнь. Если смотреть по прошлому, да, сколько вам пришлось пережить, сколько вам пришлось наплакаться. Это двойка жезлов, карта прошлого. Еще что? Ох, тут... Ну, еще. Сейчас еще. Тут что-то еще такое идет в доме, да? Слезы. Ну, это восьмерка, это возврат, обраточка. Еще. Можно я так скажу, действительно, своими словами? Буду говорить, в принципе. Вы же мне пишете, ай, говори, да? Ну, пишите, мне так приятно читать ваши комментарии. Смотрите, когда поднимаются мертвые, и архангел трубит, происходит какая-то очень необычная, но ощутимая перемена. Вот именно это захотелось мне сказать здесь. Возвращение к вам нормального, к вашим нехорошим людям, мягко сказано, все то, что они лезли и давали, и скидывали на вас. Плохое. Действительно, вот не знаю почему, но мне хочется сказать, когда поднимаются мертвые, и архангел трубит. Какой-то человек потеряет свой статус, который очень сильно хотел вам плохое сделать в карьере, в работе, опять же, да, или в каких-то женских делах. Вот статус женщины, да, чтобы о вас действительно любят. Просто почему-то, может быть, в вас произошел надкол какой-то, что вы не чувствуете в себе это все, потому что тоже начали сомневаться, переживать, и почему так. Но вас любят, вас видят, и вы нравитесь, реально. Но какой-то человек хотел вам морально, психологически, да, подавить вас, сделать больно, либо магически. И вот сейчас идет потеря его статуса. Он может потерять магические возможности, он может потерять свой стимул, смысл, здоровье своей жизни. Вот. А к вам наоборот это все как восстанавливается. Реально вижу эту
Кстати, купите себе пазлы, пособирайте. Хотя бы для маленькую-маленькую, для удачи. Просто через этот расклад. Потому что я вижу эти пазлы, реально. Как будто бы вы собираете недостающее, то, что у вас потихоньку откалывали, забирали. И вы не могли найти этот пазл, чтобы положить обратно. И вот оно наконец-то начинает поступать. Купите себе пазл, действительно самой красивой такой картиночки. Соберите, склейте на что-то, да, и пусть он у вас где-то полежит или постоит. Как поддержка, как новый настрой какой-то. Как бы не трудно, недорого возьмите себе, да, и для психики хорошо, ну и для потока Вселенной, чтобы она видела, что вы хотите. Вы хотите собрать этот пазл, чтобы все мое было со мной, а не растрачено куда-то. Ну так вот. Да, вот то, что вижу, все говорю. Смотрите, статус по работе еще, да, кто-то будет терять, потому что у вас как скинули с какой-то работы, как будто бы подтолкнули, либо столкнули, но кто-то подсидел, может быть. Вот у вас в одной сфере пойдет повышение, а у него будет просто вот на нет скатываться. Быстро ли, сразу, потихоньку, но скатываться будет этот человек. У вас есть сила выдержать. Какая сила в вас есть? У вас есть сила выдерживать. Это, конечно, с одной стороны, зачем мне это, да, все это выдерживать, а с другой стороны, честно, можно сказать спасибо. Потому что, не дай бог, получить какую-то травму психологическую, психическую, да, не дай бог. Вот, хорошо, скажите, хорошо, что во мне есть эти силы выдерживать. И дай бог, кстати, чтобы они были и оставались, потому что кто его знает, что в жизни может произойти. Главное, чтобы у вас были эти силы и такой оптимизм на хорошее. О, как карты. Мне такой посыл дает на сегодняшний расклад. Реально. Ну, давайте тут уже закончим. Потом я хочу еще до архангела этого Рафаила взять, посмотреть, что он скажет. Но архангелы трубят. Почему так, не знаю. Но, может, мертвые. Смотрите, у меня вот такое, да, видение. Это слова эти пришли, мертвые встают. Может быть, поднимаются души, которые плачут, и чтобы поставить все на свое место, им приходится что-то сделать, чтобы получить свое расслабление. Извините, да, за то, что я именно в этом раскладе это говорю. Все, давайте дальше лучше, да, давайте дальше, не будем туда углубляться. Не будем туда углубляться. В всяком случае, сегодня хватит. Какая сила за вами стоит? Сила древа. Сила рода. Сила рода. Сейчас возьму вот эту колоду «Золотое Таро». Посмотрю здесь, что карты скажут. Сила рода. За вами стоит. Кто-то, как и в прошлом раскладе, кто-то с небес хочет вам что-то сказать. У тебя многое не потеряно, у тебя многое впереди. Я тебе помогу, я тебе подскажу, я тебя направлю и попрошу кого-то еще усовершенствовать что-то в твоей жизни. Кто-то хочет вам реально что-то важное сказать. Солнце. Карта 13-го аркана. Это реально с небес. В твоей жизни как зарождение нового процесса идет. Рождение. Жди, может быть, внуки, может быть, детки скоро родятся, или дети порадуют. Но что-то такое интересное, что-то такое реально интересное, как зарождение чего-то нового. За вами стоит хорошая сила помощи. Но я вижу эту женщину, реально вижу, которая там на небесах. Поможет вам преодолевать пути ваши тяжелые. Скоро
либо сон будет, либо какая-то новость вас встрепенет. Интересная новость. У вас новые дороги открываются. Победа в вашей жизни наконец-то происходит. Победа. Победа будет над какими-то трудностями. Вы выходите из отшельников, так ли? Да, вы выходите из отшельников в страстные начинания, в страстные какие-то отношения, могу так сказать. Ну, туз жезлов идет из отшельников. Слушайте, какая-то женская душа хочет с вами поговорить реально. Это же женщина в возрасте. Родовая защита идет. Родовая защита идет. Слушайте, вас уберегли от какого-то очень сложного момента жизненного. Вы как будто бы были над пропастью. Но в вашей жизни солнце. Как закрыли или наоборот открыли вам глаза для того, чтобы не попасть в какую-то ситуацию. Либо вам заслонили ту ситуацию, куда бы вы могли пройти и попасть. Вы как будто бы резко, неожиданно, может быть, даже неосознанно что-то обошли. Что-то обошли. Хотя кто-то пострадал. А вы обошли. Ой, да вы опять падаете, да? Опять скользите. Возвращение. Сейчас. Это дом, это сложности. Ага. Расправа. Возвращение в вашу жизнь, наконец-то, нормальных, спокойных, свежих, легких ситуаций, жизненных каких-то интересов, понимания на душе. Вот такое вот возвращение чего-то хорошего, легкого, спокойного, жезлового, огненного. Вы как будто бы эту тяжесть, да, где-то сбрасываете. Но, в принципе, по картам, как вы умели на себя многое брать, так вы и будете на себя многое брать. Только не переусердствуй, ангелы говорят. Только не переусердствуй. Ну, в принципе, все. Кое-что еще хочу, да, сказать. И по... Ой, камеру опять задела. По работе будет изменение. Фортуна на вашей стороне, так что не беспокойся. И да, возвращение, да, вот восьмерка кубков, возвращение в вашу жизнь ненужных моментов и такого понимания, спокойствия, хороших ночей, потому что можно выспаться, потому что ты за день уже не будешь настолько сильно перегружена. Ну, что-то вроде этого, да. Смотрите, женщина, которая прошла огонь и воду. Вот этот ангел. Это мама, бабушка, тетя, прабабушка. Но она с вами. И вспомни, говорит. Вспомни, что вспомнить. Что вспомнить. Как мы с тобой разговаривали по какому-то вопросу, который, да, нужно было решить, а ты не понимала, почему я так говорю. Вспомни его, там будет ответ на твои вопросы. Ты не понимала тогда. Сейчас пришел момент разобраться и идти дальше. По поводу чего-то она любит. Она любит вас даже с небес. Насколько это реально понимать. Даже с небес. В твоей жизни перемены идут. Третьего лишнего не дано. Не дано. Но вспомни то, что мы с тобой говорили. И либо ты не поняла, либо в штыки восприняла, но что-то такое было. Сейчас как раз время, чтобы ты это осознала и сделала. Я не знаю, что именно, о чем вы говорили. Не знаю. Ну, либо вы просто послушали и все. Еще приглядись к фотографиям, к моему выражению лица, если такие есть. Там будет намек на то, как себя вести в дальнейшей ситуации жизненной. Я не знаю, что это, но я это увидела реально. Может быть, вам нужно вспомнить, как она себя вела, в
в какой-то ситуации, как она говорила, что надо делать, чтобы не ошибиться, как она, какой характер у нее больше такой вот был, да. Но она действительно огонь и воду прошла в этой жизни, в своей жизни. Вот она просто действительно говорит: вспомни, вспомни, и это даст тебе твою силу открыть. Может, талант ее и вам передался. Может быть, красота ее вам передалась. Как там? Откройте эту красоту лица, души, тела, я не знаю, что угодно. Может, действительно понимание какое-то. Вот как она думала, так и вы, в принципе. Вот откройте в себе это еще немножко больше. И вам даст это все, вот эту силу, которая в вас спит немножечко, и соберет пазлы в вашей жизни. Вот так. Все, давайте Архангела посмотрим. Что еще Архангел скажет? Расклад длинный, наверное, получается. Не знаю, надо, не надо. Посмотрим еще в следующем раскладе. Да, вы просто не уходите с Ютуба. Я только на Ютубе. Я каждый расклад, наверное, буду повторять. Так что те, кто ворует, наверное, будут вырезать. Ну, как уже будет. Что я только на Ютубе. Да, сюда выкладываю и даю здесь именно энергии защиты, энергии проводника. Не знаю, ну, сама себя чищу и вас чищу. На других платформах, не на Ютубе, я этого не делаю. У меня нет там каналов. Поэтому то, что там ворованное, оно просто пустое. Так что переходите на YouTube Ананки Тарот и Анна Тарот. Два канала у меня. Дальше. Архангел, скажи, подскажи что-нибудь нужное на сегодня. Прислушивайтесь к вашим внутренним ощущениям, как по всему раскладу, даже в конце. Вспомни нас с тобой, говорит ангел, женский ангел. Да? И вот к себе прислушайся. Какая сила в вас? И Архангел тоже говорит, прислушивайтесь к вашим внутренним ощущениям. Дорогое Высшее Я, спасибо, что говоришь со мной громко и четко, так что я все понимаю. Архангел Рафаил, спасибо, что помогаешь мне слышать мою внутреннюю мудрость. Это слова для вас через расклад. Я их прочитала, я их усиливаю, чтобы реально они были как послание к высшим силам от вас, для того, чтобы вам дали всегда понимать, в какой ситуации, как правильно поступить, чтобы ваши внутренние ощущения реально проявились, стали сильными, и вы не ошибались на каждом шагу хотя бы. Да? Хотя бы пусть будет иногда, но не постоянно. Правильно? Еще раз прочитаю. Дорогое Высшее Я. Это как бы слова от вас к Архангелу. Дорогое Высшее Я. Спасибо, что говоришь со мной громко и четко, так что я все понимаю. Архангел Рафаил, спасибо, что помогаешь мне слышать мою внутреннюю мудрость. Чтобы не ошибаться. Да будет так, аминь. И еще кое-что хочу вам сказать. Здесь сейчас посмотрю, наверное, вот эти еще колоду вот эту возьму. Смотрите, мне еще хочется сказать от ангела свыше, кстати. Все-таки эту еще колоду возьму. От ангела свыше. Он как будто раздает. Сейчас, чтобы эта колода не упала. От ангела свыше. Здесь хотя бы видно, что что-то вам дается, как свыше. Слова такие: моя родная, спасибо тебе. Почему-то мне идет спокойной ночи. Не знаю, может быть, вы сейчас уже вечером смотрите, но не обязательно. Почему-то мне такие слова идут. Может быть, и утром, может быть, и вечером спокойной ночи вам вот заранее говорят, да, чтобы ты успокоилась и расслабилась. Но мне вот такие слова идут. Что еще за карта? Ну, жезловые, это тоже как я тебе хочу подсказать, я хочу, чтобы у тебя вот эти пути все твои освещались, да, были чистыми и светлыми.
Кто-то говорит: моя родная, спасибо тебе. Хочет бережно вас успокоить. Без пустых обещаний, без страшных слов каких-то. Просто вас успокоить. Ангел, вот вы разговаривали, вы общались. Это взрослый человек, вы ребенок. Здесь невозможно сказать точную дату окончания ваших проблем. Но ангел может сказать то, что важно для вашего сердца. Темная полоса не вечная. Ни одна темная, черная, серая полоса в мире не длилась бесконечно. Она обязательно заканчивается. И не потому, что кто-то устал или что-то еще там, да, а потому что жизнь всегда сильнее разрушений. В твоей жизни именно так и происходит. Это хочет сказать тебе ангел твой. Ты живешь очень, ну не знаю, очень, нет. Да. Ух, мурашки пошли. Скорее всего, это вот очень-очень сильно важно будет для действительно тех, кто вот сейчас увидит себя в этом. Как послание действительно с небес. Ты живешь в очень тяжелое время. Это вот карта говорит, как я по-другому здесь скажу. Хотела сказать там среднее, допустим, да, вот так вышло. Ты живешь в очень тяжелое время. И если тебе страшно, больно, хочется плакать, с одной стороны, да, это реально вот, ну хватит уже. А с другой стороны, это нормально. С тобой все в порядке, потому что ты не слабая, ты живая. Я говорю, я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Опять восьмерочка, к тебе возвращается то, что утрачено. К тебе возвращается то, что утрачено. Ты не слабая, ты живая. Да, тебе больно, да, тебе страшно, это нормально, потому что ты живой человек. Сейчас самое важное, никогда все закончится, никогда закончится эта темная полоса, а что ты доживешь до того момента, сохранив себя, свое сердце и способность чувствовать. Вы на пороге открытий, вы многое что сделали уже. А семерочка пентаклей — это ответ. Жди и получай, как яблоко, созревшее в руке. Ответы хорошие. Это вам как письмо реально. Ох, да, доживешь до того момента, когда будешь радоваться, сохранив себя, сердце, способности, чувствовать, любить, жить. Женщина с вами говорит. Женщина, много работаешь, побереги себя. Мужчина в твою жизнь хороший идет, очень хороший. Если мужчина смотрите, значит женщина в вашу жизнь идет хорошая, и вы будете счастливы. Но говорит ангел женский. Звезда. Все настолько чистое, красивое впереди у тебя. И по звезде, кстати, по звезде, вот оно и, видите, последняя карта звезда. Вначале я сказала, как будто бы идет мне слово «спокойной ночи» тебе, да? Чтобы действительно в твоей жизни были спокойные ночи. Еще здесь идет как послание вам. Каждую ночь, когда ты засыпаешь, и ты уже сделала главное, ты прожила еще один день. И это маленькая победа, а может быть даже большая победа, но она настоящая. Да, потому что ты прожила еще один день. И знаете, еще сейчас скажу, тут архангел говорил, как бы я зарядила этот расклад, да, и даже послание вот это. Но еще хочу сказать здесь послание от ангела, просто для вас слова. Сегодня вы в безопасности. Вы сделали все, что смогли. Завтра вы проснетесь, и жизнь продолжится. Так и будет. Так и будет.
и жизнь идет на исправление. Восьмерка просто так не выходит. Ну вот на этот вопрос, во всяком случае. Потому что да, у вас многое что забиралось, многое что уходило, многое что пришлось оставить и даже уехать куда-то. Либо вы в своем доме, но не так, как всегда. Вот наконец-то поднимается солнышко в вашей жизни, и вы возвращаетесь в то состояние, в ту жизнь, в ту квартиру, дом, да, в тот город, где вы радовались, и вы опять начинаете радоваться. Это еще немножко, и твои звездочки уже будут гореть и открывать тебе новые пути. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой расклад. Говорю, у меня мурашки. Реально карты за картой. Вот. Я это увидела, я вам сказала. Счастье вам огромадное. Счастье вам огромадное. Берегите себя. Все будет хорошо, обязательно. Все будет хорошо. Все, на сегодня все. Еще раз счастья вам огромадного, да. Ну и как всегда в конце расклада я говорю, кто не подписался, подписывайтесь. Кто подписался, жмите колокольчик, если еще не нажали там на основной страничке этот колокольчик, чтобы следующее видео вышло сразу же к вам, и вы его увидели, а не попозже, да. Ну, интересно иногда, если вам интересно. Пишите комментарии, почитаю. И извините, что не всегда отвечаю. Когда вижу, отвечаю, когда быстрее тоже быт. И, кстати, после всех этих раскладов надо еще и энергию запустить для вас хорошую. Поэтому тоже время. Потому что я хочу, чтобы действительно как очищение было, такой вот сила какая-то шла. Обязательно. Ну, и себя чищу. Ну, а как по-другому нельзя. Тоже надо. Вот. Увидимся, услышимся. Что я еще говорю в конце, да? На связи будем. Вот. Не болейте. И ставьте лайки, если не трудно. Это мне будет тоже приятно. Всего хорошего еще раз. Все.